Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. В этом видео я подробно расскажу, как приготовить крем-пломбир. Готовится он очень просто, и его можно использовать для прослойки Наполеона, бисквитных тортов, наполнять эклеры и даже трубочки. В сотейнике с толстым дном соединяем 2 яйца, 150 граммов сахара и 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Для десертов я всегда использую именно кукурузный крахмал, так как он не имеет никакого запаха и вкуса, но также можно заменить его на такое же количество муки. Все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Затем добавляем 420 граммов сметаны. Сметану берите пожирнее, 20 или 25% жирности. Так крем получится гораздо вкуснее. Конечно, в классическом варианте используется молоко, но я заменила его на сметану, чтобы крем получился более густым и стабильным. Немного перемешиваем, затем ставим на средний огонь и увариваем до загустения, при этом постоянно помешивая венчиком, чтобы ничего не пригорело. Сначала масса станет более жидкой, но постепенно крахмал начнет завариваться и крем начнет становиться гуще. Уже через пару минут крем начал заметно густеть, и сейчас нужно подождать, когда он начнет закипать. Как только пойдут первые пузырьки, нужно непрерывно помешивая проварить примерно 1-2 минуты, чтобы хорошо проварился крахмал и потом не чувствовался в готовом креме. Затем снимаем с огня, и пока он еще горячий, по желанию можно добавить половину чайной ложки ванильного сахара и все хорошо перемешать. Ванильный сахар я советую добавлять уже после уваривания, так он будет лучше чувствоваться. Чтобы заварная основа остыла быстрее, я переливаю ее в другую мисочку, накрываю пищевой пленкой в контакт и оставляю полностью остыть. Только после того, как заварная основа полностью остынет, можно взбивать сливки. Понадобится 350 граммов. Взбиваем на высокой скорости миксера до плотного состояния. Конечно, взбиваются только хорошо охлажденные сливки жирностью не менее 30%. Поэтому до того момента, как начнете их взбивать, держите в холодильнике. Еще я советую взбивать в более высокой и узкой емкости, так они взобьются гораздо быстрее. Как только сливки загустели, можно останавливаться. Они остаются мягкими, но при этом хорошо держат форму. Остывшую заварную основу немного перемешиваю. И затем постепенно начинаю добавлять взбитые сливки. Перемешиваю уже лопаткой, аккуратными, но уверенными движениями снизу вверх. Можно перемешать и на маленькой скорости миксера, но очень аккуратно, чтобы их не перевзбить. Слишком долго перемешивать не нужно. Как только вмешалась одна часть, можно добавлять следующую. Сразу скажу, что здесь очень важно, чтобы заварная основа полностью остыла. Ее можно даже на некоторое время оставить в холодильнике, потому что если вы добавите взбитые сливки в теплую основу, то они расслоятся и крем получится жидким. Когда вмешались все сливки, крем готов. Он получается очень нежный, вкусный и напоминает подтаявшее мороженое. Его еще называют крем-дипломат. Он достаточно мягкий, но при этом хорошо держит форму. Отлично подходит для торта Наполеон, медовика и бисквитных тортов. Также его можно использовать для наполнения эклеров и других заварных пирожных. Поэтому обязательно сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и буду рада, если напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!